Всем привет! Сегодня стрима не будет запись видео, потому что в данный момент сейчас сделать стрим не получается возможным, поэтому сегодняшнее видео будет не совсем обычный. Это будет формат говорилки, где я хочу спокойно объяснить, почему я решила перестать играть в Perfect World Mobile после 3 лет практически ежедневного онлайна. Да, я официально завязала. Сразу скажу, это не хейт, это не обида и не истерика. Это закрытие большого жизненного этапа. Хочу быть честной с собой и с вами, и рассказать, что к этому привело. Когда ты только начинаешь, ты думаешь: круто, поиграю пару месяцев, а потом проходит время, и ты уже 3 года живешь по расписанию этих ивентов. Сегодня расскажу, почему я перестала играть, почему это оказалось так сложно, почему у меня теперь свободного времени больше, чем казалось бы у других людей. И самое интересное, почему мы становимся зависимыми и как ММО манипулируют игроками. Получается, это не мы слабые, просто они очень умные. Поехали. Для начала, 3 года в одной MMORPG – это реально большой срок. За 3 года железо начинает ржаветь. За 3 года ребенок становится школьником. За 3 года котенок становится взрослым котом. За все 3 года игры, рутины, общения игра стала частью личной жизни. Я не жалею, что была там. Было и классно, и весело, и нервозно, и по-разному. Но в какой-то момент пришло понимание. Ты играешь уже не потому, что хочешь, а потому что привыкла. И это уже тревожный сигнал. Начнем с банального. ММО легко путает слово «хобби» со словом «график». Каждый день одно и то же. Зайти, отметиться, сделать, помочь и не забыть. Если бы за это платили, за это не платят, к сожалению. Я стала рабыней этой системы, причем незаметно, но самое смешное, я добровольно к этому пришла. И смешно звучит, что поначалу я думала, это же отдых, я отдыхаю от суматохи на работе. А потом ловлю себя на том, что я храню в голове расписание и напоминание не забыть зайти в игру, чтобы то сделать. За последнее обновление я заметила, что игра движется в сторону, которая требует больше внимания, большего изучения, большего доната. Сбор на ивенты, поиск подходящей пати, упор на дон, все стало ощущаться как бесконечная гонка. И это день сурка. Я поняла, я больше не хочу бежать. Другое дело, если бы была сюжетная игра. Прошел, проникся, поплакал, посмеялся и закрыл. И все, живешь дальше. Но ММО бег по кругу. И главное, играя в ММО, ты обслуживаешь цикл, который выстраивает для тебя игра. И не дай бог ты пропустишь день или 2. Для человека с СДВГ и синдромом отличника, как я, непростительно, если что-то будет гореть красным или копятся проходки. Когда-то я заходила в игру с желанием пофармить, побегать, повоевать, пообщаться. Последний год все стало иначе. Ежедневные ивенты, обязательные ивенты, расписание, механическое выполнение заданий. Игра сожрала свободное время. Оно перестает быть хобби и превращается в работу. Вот что значит в игру как на работу. Если я играю, я не то что вкладываюсь, я упарываюсь. Пипец, спрашивается, и кто меня просил, и зачем мне это надо? Я упарываюсь, мне надо это сделать. Такой у меня характер. Мне надо быть первой, надо выиграть, надо знать механику лучше всех. Это в жизни помогает, безусловно, но в ММО превращает меня в заложницу этой системы.
Это нормально, когда комьюнити меняется. Люди приходят и уходят. Но именно та атмосфера, ради которой я когда-то заходила, растворилась. Тех людей, с кем мне интересно, их больше нет. Раньше ПВМ связывал нас, но сейчас ничего нет. Их нет. Где-то появилось больше конфликтов, больше токсичности. И по-моему, РПГ комьюнити само по себе большое токсичное общество. К такому все привыкают, но рано или поздно человеку это надоедает. Приходит понимание, что это никакая не реальность, ты можешь превратиться в совершенно другого человека. И что самое пугающее, ты меняешься в такого же и в реальной жизни. И важно нажимать на тормоз, остановиться, потому что, опять же, надо понимать, что это игра, и напоминать себе, что нужно ставить границы. Потому что есть люди, которые получают дофамин от конфликтов. Ты просто не хочешь быть пищей для их конфликта, и что самое важное, не хочешь быть сама такой. Донат. Я не тот человек, который донатит чуть-чуть. Да, меня никто не заставлял. Но если я играю, то я играю. Я не могу просто на минималках. Мне нужно обязательно топить, упарываться, сделать эту сраную красную пуху, сделать все ранговые шмотки, собрать все химеры. Без разницы, будут ли они использоваться в бою или нет. Пофиг. В какой-то момент я посмотрела на цифры и поняла. Я, вероятно, эти деньги могла потратить на что-то более толковое, да? Но не скажу, что я тратила последние деньги, нет. Но суммы были внушительными, так сказать. Как бы банально ни звучало, за эти 3 года я изменилась. Я стала ценить свое время, свое спокойствие, свои ресурсы. Мне стало важнее вложить время во что-то, что дает развитие, эмоции и впечатления. Учебу, творчество, новые сюжетные игры, например, начало стримов на моем канале и, наконец, путешествия. А ПВМ начал меня скорее удерживать, чем наполнять. Я поймала себя на том, что отказываюсь от каких-то дел только чтобы успеть в игру. В какой-то момент я увидела со стороны. Это неправильно. Игры должны добавлять расслабление, а не вызывать чувство долга. И точно не должен вызывать зависимость на дофаминовые выбросы на короткий срок. Я поняла, что превращаюсь в наркоманшу-лудоманшу. Просыпаюсь, проверяю чаты. Ложусь, проверяю чаты. Бегу домой, чтобы быть вовремя онлайн. Иногда я думала, что в игре у меня больше обязанностей, чем в реальной жизни. Гильдия, пати, люди. Если я уйду, что-то обязательно сломается. И это создает ощущение, что ты держишь на себе полсервера. Это приятно, но это жуткое чувство. И самое главное, вроде бы никто не заставляет, но психологически, автоматически становишься обязанным чему-то, кому-то. Обязательно зайти на защиту гильдии, например, на защиту пати. Да, я уже пыталась уйти раньше. 1 раз ушла на месяц. Прожила нормально. Вернулась и начала донатить 2 раза больше. Не помогло. Я это уже проходила. Я сделала самое радикальное. Убрать возможность вернуться. Физически. Да, персонаж передан. Да, это неправильно. Это против правил. Но какое мне дело до правил игры, если стоит вопрос о себе? Я должна же думать о себе. Не о Юлиан в ПВМ, а о Луне в реальной жизни. То есть о себе. Что все-таки стало с персонажем? У персонажа теперь новый хозяин. Да, уже с 10 апреля 2026 года. Теперь я не ответственна за дальнейшую жизнь и развитие персонажа. Этот персонаж больше меня не представляет. Я больше не ответственна за действия, за решения. Что от меня требовалось, я сделала. Я передала знания, наилучшие рекомендации новому хозяину. Потому что методы такие, как ладно, я просто удалю игру с планшета, просто не буду заходить. Это самая худшая шутка, которую я когда-либо себе рассказывала. Я хочу, чтобы это было понятно. У меня нет злости ни на игру, ни на людей, которых я там встретила. Наоборот, я благодарна за опыт. Просто этот этап закончился. Я ухожу не потому, что все плохо, а потому, что хочу перестать быть заложником этой системы. А вот теперь самое интересное.
Речь пойдет о незаметных приемах, скрытых трюках, которые разработчики используют против самих игроков. О вещах, которые ты вроде бы понимал, но не осознавал до конца. Трюк первый. Цели, которые на шаг впереди. ММО выстроены так, чтобы ты, первое, постоянно шел к цели, второе, но никогда не доходил до нее полностью. Это называется иллюзорный прогресс. Ты развиваешься, но игра всегда подчеркивает, сколько еще осталось. Это как беговая дорожка, ты бежишь, стараешься, устаешь, а пункт назначения все так же далеко. И ты все равно продолжаешь бежать. Трюк 2. Петли дофамина. Вознаграждение выдается часто, но в микродозах. Это сундуки, это бонусы, это бесплатный лут из данжей, награды за ежедневные задания, ивенты, которые только сейчас, только сегодня. Это похоже на конфету пару раз в пару часов. Сыт ты не станешь, но зато привычка формируется очень быстро. Трюк 3. Маленькие шажки – огромная зависимость. Разработчики используют систему маленьких достижений. Например, сделай 10 шагов, получи 1 очко. Собери 10 очков, откроешь сундук. Получи с сундука кусочек чего-то. Собери 50 кусочков, наконец соберешь артефакт. И мозг такой, я же вроде 40 собрал, осталось 10. Еще чуть-чуть, немного осталось. Вспомните мировые боссы или части артефакта с миражей, части талисмана с миражей. Трюк используется здесь, в сборе маленьких частей для получения чего-то одного. И тебе остается осознавать, что еще 10 часов жизни просто так исчезли. Трюк 4. Страх упустить. Один из самых жестких механизмов только сегодня, только на этой неделе, только пока идет событие. Давление времени отключает холодный расчет и включает импульсивные решения, что приводит к импульсивным покупкам. Прием 5. Социальная привязка. Гильдия, пати, люди, с которыми ты познакомился в игре. Игра говорит, если не зайдешь, подведешь других. Это одна из самых страшных триггеров. Чувство ответственности и вины работает сильнее донатного магазина. Прием 6. Иллюзия выбора. ММО предлагает массу вариантов. Несколько веток развития, десятки активностей, сотни предметов, но итог всегда один. Ты должен заходить каждый день. Форма меняется, суть остается. Прием 7. Вечное почти получилось. Постоянное ощущение, еще чуть-чуть, и все станет лучше. Еще одна заточка, еще один уровень, еще одно маленькое улучшение. Это просто идеальная ловушка. Ты все время рядом с успехом, но он так и не наступает. Прием 8. Почему это работает именно на нас? Потому что нам важно быть нужными, мы тянемся к ощущению прогресса, нам хочется быть частью сообщества, мы любим достижимые цели, наш мозг реагирует на дофамин, и мы боимся потерять то, что вложили время и деньги. Это не слабость, это биология, усиленная грамотным маркетингом. Разработчики ММО – это не просто геймдизайнеры, это очень тонкие манипуляторы человеческой психики. И вот теперь я свободна. И да, у меня много времени, да, мне скучно. Я не знаю, что делать со всем этим свободным временем. У меня еще будет борьба с зависимостью, она продолжается. Ведь она только-только началась. Говорят, 21 день нужно выдержать, чтобы выработать привычку. Я буду пытаться в течение этого периода останавливать порывы зайти в ПВМ. Но одно скажу, мне однозначно стало легче. Стримы останутся, общение останется. Я буду пробовать новые сюжетные игры, другие форматы, что-то творческое, что-то ламповое. Например, в 2026 году выйдет Tiles of Annihilation вообще-то. И третья часть моей любимой игры Plague Tale Resonance. Также проанонсировали новую версию Resynced Assassin's Creed Black Flag. 9 июля выйдет. И проанонсировали вторую часть Hogwarts Legacy, которая должна выйти в 2027 году. Обещали также сиквел к экспедиции 33 Clair Obscur в 2026 году тоже. Поэтому я не исчезаю. Я просто закрываю одну главу.
а на канале остается все то же самое. Напоследок хочу сказать, что если вы сейчас тоже чувствуете, что вас игра держит, знайте, это не вы виноваты, эта система так работает. И если вы вдруг решите уйти, лучшего времени сейчас нет. Или лучшего решения, чем сейчас, нет. Весна на улице. Все-таки. Если она вас манит, то идите к ней. Потому что за ней лето. Это была шутка. Спасибо всем, кто был со мной в этой игре. Тем, с кем я играла, смеялась, ругалась, побеждала, проигрывала. Спасибо за эти 3 года. Пока.